Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. И это 7-я серия из Аргентины, в которой мы получим аргентинский паспорт на Добрыню Никитича и вообще расскажем о порядке легализации в Аргентине. Приятного просмотра! Смотрите, даже здесь граффити написаны, как у нас матерные слова, или я здесь был. А я люблю Аргентину. Мило? Мило. У здания Конгресса, где восседает правительство Аргентины. Что написано? Всякие лозунги. Президент, который пришел в историю, меняет историю. Все изменения внутри закона. Ну, как бы такие призывы. Реформу какого-то региона. Типа не вторгаться, наверное, в провинцию де Хухуй. Хухуй. Хухуй — это провинция. Пришли в регистр Севиль, находится при нашей больнице. Это чтобы получить свидетельство о рождении. Сейчас здесь заполняем бумаги. Вообще сюда надо с переводчиком, но если вы знаете испанский, то можно и самим. В общем, заполняйте все данные на свидетельство о рождении, и через неделю он будет готов. Мне прям приятно возвращаться сюда. Почему? Ну, теплые чувства. Нет такого, что я вернулась в больницу в какую-то. Как домой, то, о чем мы говорили в самом начале. Очень интересный момент, когда меня просили написать имя сына, Добрыня, она уточнила, буква «Б» — это «Б» маленькая или «Б» большая. Дело в том, что в испанском языке «Б» и «В» они звучат одинаково, как «Б», такой мягкий звук. И поэтому, когда я говорю по звуку, непонятно, что это за буква. Вот, и я ей пытаюсь сказать, что это «Б», а для нее это как будто бы «В». Короче говоря, ей пришлось несколько раз написать, уточнить, правильно ли это написание. Вот, и когда мы согласовали, она ок. Кот, что делаешь? Мы кушаем. Смотрите, отличный вариант перекуса, ну либо завтрака. В Starbucks есть кето-сэндвич. Вполне себе съедобный, вкусный, ну и полезный. Хочу везде его таскать с собой. Зачем? Ну как, чтобы у него был кругозор хороший, он был эрудирован, он везде побывает. И потом вырастет и скажет, я вон в 3 недели у матери сиську сосала в Старбаксе. Реклам. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите еще программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. А если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем договориться о тренировках в Палермо. Даже здесь, в этом зале. Водичка, вода, струится, бежит на меня. Много струек прозрачных в этой теплой воде. Ой, волосы мои. У нас первое купание Добрыня. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять со своими там иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь. Получила документы на ребенка, свидетельство о рождении? Да, нам выдали вот такое свидетельство о рождении. Но это копия, это не оригинал документа. И я сейчас узнала, что в Аргентине у них, как правило, нет такого понятия оригиналов, выдают всегда копия. И вот свидетельство о рождении делается в электронном виде. Почему так много бумаг у тебя? Потому что в первый раз нам допустили ошибку и поставили женский род. И меняли. И теперь вот у нас есть такие дополнительные бумажечки, которые подтверждают, что была смена и, исправление. И это везде придется показывать. Как кипа бумаг. Ты подумала, что это из-за чего?
потому что имя Добрыня, нестандартное для Аргентины, заканчивается на А. Это ты подумала, а в итоге тебе здесь местные сказали, Местные как? сказали, что это потому, что это Аргентина. Все делают на отвали. Ну, как бы так, да, на расслабоне, невнимательно, все время с ошибками. Это типично, по много раз исправляется, ждать новые документы. Как-то так. Куда приехали? В РИНАПР подавать, в общем, отдел выдачи документов, регистрации документов. А для ребенка там нужно подавать на получение ДНА, это паспорт аргентинский. Bájale los que mamá y papá tienen pasaporte. Короче, подали мы на документы. Вообще прикольная процедура, довольно быстрая. Очередей практически нет, очень много окошек. Аргентинцы, как всегда, молодцы, все помогают. Охранники работают по связи. Мы не понимали, куда идти, они каждый раз побегали, показывали, подсказывали. Все это доброжелательно. Я просто отзывы читала на Google. И там, как всегда, отзывы очень многие от русских. Очень многие от русских. Не очень хорошие, Что, да? да, что ужасные, все грубые, ничего не понятно, очень долго. Нереальные очереди. Мы приехали, все, как всегда, очень быстро, все доброжелательные, все. Сегодня среда и 6 часов вечера, они работают до 8. Была всего одна очередь, там человек 5 стояло, но нас пропустили вперед из-за того, что у нас ребенок маленький. Но как это бывает в России, если ты по какой-то привилегии проходишь вперед очереди, это, как правило... Фоном слышишь. Да, это, как правило, никто недоволен, нужно объясняться с людьми, почему ты вперед становишься. То есть нам, в общем-то, мы могли, может быть, и отстоять, да, но здесь офицер сам всем руководит, он подошел, сказал, вы встаете вот сюда, и как бы ни у кого нет никаких вопросов. То есть прикольно, когда всем процессом руководит государство, а не сами люди там подходят и пытаются, как это, да, что я на госуслугах там зарегистрировался, в очередь попал и так далее, как в этом приколе с Жигурдой. Быстро, удобно и без очереди. Подать заявление на регистрацию машины или получение водительских прав можно дистанционно через портал госуслуг. Я еще раз говорю, выйди отсюда! Сколько можно говорить? Я на госуслугах регистрировался, вообще без очереди могу. Какие нахуй госуслуги? Какие тут очередь стоит? Я стою в очереди. Я на сайте регистрировался. Этот ботаник пришел сюда и качает права. Кто ботаник, а вы Чубака, блядь. Ты с кем разговариваешь? Так, пошел отсюда! Итак, порядок получения ДНИ на ребенка – это местный аргентинский паспорт. Для начала вы, естественно, рождаетесь и получаете в регистр Сивиль при больнице, в которой вы рождались. При каждой больнице такая есть, по-моему, свидетельство о рождении. И с ним уже идете в РИНАПР. Это что-то вроде нашего МФЦ. Там подаете документы, его фотографируют, снимают его отпечатки пальцев. Кстати, нам пришлось будить Добрыню, это не совсем было удобно. Но, в общем, вот такая процедура. И там же сразу вы можете подать на заграничный паспорт. Это для того, чтобы выезжать в другие страны или, например, для того, чтобы вернуться в Россию, вам нужно будет выезжать из Аргентины, нужен этот будет паспорт. Стоит он 15 тысяч песо, это примерно 1500 рублей, то есть сразу там можете на него подать и потом получить все документы сразу. Через 10-15 дней вам почтальон приносит все документы прямо на дом. Мы пока точно не в курсе, но были такие слухи, что нужно получить заграничный паспорт русский, чтобы въехать в Россию еще также. Но это будет уже в следующих роликах, поэтому не забывайте подписаться и следить за новыми сериями, где мы уже об этом всем расскажем. Там потом с документами для России полная жопа начинается. Например, вот свидетельство о рождении, которое мы получили, там стоит подпись работника регистра Сивиля. Она должна быть аккредитована в определенном там реестре, вот. И, возможно, наш работник не аккредитован, это очень частая история, и нужно идти легализовывать сначала его подпись, потом делать апостиль, только когда уже подпись будет легализована, апостиль на свидетельство о рождении. Это для получения гражданства русского? Да. И дальше я вот пока еще не изучала точно, но, по-моему, там дальше идет история с консульством, ну, с посольством российским. А там все очень сложно, там, значит, надо получать номерки, что-то там ждать очереди какой-то. Там очередь из ряда люди ловят окошки приема по 3 месяца, по 6 месяцев. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en tu olor. По российским дорогам. Короче, в Пуэрто-Мадеро с коляской гулять как бы не очень. Инфраструктура для детей не сильно здесь развита.
Для детского транспорта. Для детского транспорта. Хотя на самом деле очень много здесь тоже наших живет. То есть приезжают сюда рожать и снимают квартиру именно в Пуэрто-Мадеро, потому что рядом красивый залив, безопасный район, новые здания. С другой стороны парк, заповедник с лагунами, тоже очень красивый и большой. Antes que sea tarde y sin querer me parten dos. Antes de que salga el sol, ponte el acelerador. Aunque vaya sin freno y pierda el control, nada más seremos dos. Voy acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con esos ojitos lindos. Y con eso ya estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Oh, hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Вообще очень необычный район Пуэрто-Мадеро. Здесь одновременно тусовочные места, даунтаун с большими высотками, как в Нью-Йорке. Какой-то такой вроде бы порт даже есть, что-то вроде нашего Севкабель-порта в Санкт-Петербурге. Залив, лагуны. А с другой стороны, прямо здесь рядышком парк, причем прям заповедник. И прямо здесь же город Буэнос-Айрес. Короче, очень необычное, прикольное место. Тебе нравится? Очень. Пуэрто-Мадеро как тебе? Конечно, мне очень нравится. Твоя атмосфера? Похоже на Севкабель-порт. Тебе все нравится, что похоже на Севкабель-порт? Мне нравится все, где есть много ресторанов, баров, тусовка, огни и залив. У тебя ребенок. Ребенок не помеха. Аргентина вообще, по-моему, строилась по типу «нам похрен на архитектуру». Мы просто вот хотим, чтобы здесь были высотки, а они здесь. Хотим порт, и он вот порт здесь. Парк вот прямо, посмотрите, заповедник вот прямо здесь, да, находится. Здесь же порт, здесь же тусовочные места, здесь же высотки. Все в одном месте. За сколько дней нам пришел Денай? Ну, когда мы подали, я не помню. До дней 5, в лучшем случае. Очень быстро, короче. Смотри, твой паспорт. Блять. Ну, пол женский. 300 раз проверили. Она мне показала, она даже указала там М маскулина. И в итоге все равно F феминина. Почему F тогда? Откуда я знаю, почему? Видимо, они где-то указали в свидетельстве о рождении, это как вот у нас было, да? Так нет, она заявку, которую оформляла на ДНИ, она мне показала, что там пол мужской, все. Я еще несколько раз переспросила, она мне показала. И почему тогда F? Вопрос, что делать? Короче, что, снова приехали в Ренопер, потому что нам допустили ошибку в документах, указали женский пол. То же самое было в свидетельстве о рождении, и вообще здесь часто допускают ошибки в документах, потому что аргентинцы к документам относятся, ну, крайне, скажем так, развязно. Мы приехали сейчас в другой день сюда, и днем, а не вечером, как тогда, и капец, конечно, здесь очередь. Просто жесть. Но мы с маленьким младенцем, поэтому нам, по сути, можно без очереди везде пройти. Во-первых, наши догадки оправдались. Сотрудник Ренопера сказала, что да, действительно, это ошибка, скорее всего, из-за того, что имя заканчивается на А, в Аргентине это женское имя. Вот. Я попыталась ей объяснить несколько раз, что мы уже приходили, что мы, ну, как бы удостоверились, что да, это мужской пол. Сотрудница предыдущая мне даже показала документы. Мы уже очень долгое время там стояли, она уже половину своей работы сделала, да, по внесению данных. Вот. И я еще раз на всякий случай попыталась ей объяснить, что у нас уже была такая ситуация, и что в прошлый раз я также сотруднице говорила про все про это, и как бы все равно в итоге произошла ошибка. Вот. И она меня не поняла. И она начала переспрашивать опять, что женский это все-таки пол или мужской, мальчик это или девочка.
Вот, и я поняла, что лучше не пытаться снова объяснить, иначе снова запутаем ее. Но вроде бы в итоге она сказала, что да, в этот раз там пометка есть, что была ошибка в поле, что это что не женский, а мужской пол. И в этот раз все должно быть нормально. Они также заранее поменяли и паспорт, проверили, новые данные ввели. Ну, будем ждать, посмотрим. Кстати, одновременно подать на заграничный паспорт и на ДНИ можно вот только в этом Ренапере. В остальных ты можешь подать только на ДНИ, либо в отдельном офисе на заграничный паспорт. А здесь сразу подаешь и при ошибке сразу сюда приезжаешь, и тебе меняют оба документа и потом отправляют также домой. Говорить такую информацию, мне кажется, некорректно, потому что в Аргентине это называется аргентинский рандом. Это даже в чатах так называют. Аргентинский рандом. Типа нам могли поменять сразу 2 документа, а кому-то бы сказали, дожидайтесь паспорта, типа поменяйте потом. Кому-то вообще сказали, там, не знаю, здесь мы не меняем. Ну, то есть, понимаешь, что у всех по-разному. Поэтому ни одна информация в чате никогда не работает на 100%. Вот такая вот Аргентина. Спасибо, что досмотрели до конца. И как всегда, всем йоу, чуваки, и до скорого.